Современный мегаполис. Небоскребы, дороги, люди спешат на работу. Но всего этого могло и не быть. «66 миллионов лет назад один астероид навсегда изменил судьбу нашей планеты. Гигантский космический объект диаметром около 10 километров врезался в Землю со скоростью более 70 тысяч километров в час. Последовали чудовищные пожары, цунами и многолетняя климатическая катастрофа. Около 75% всех видов исчезли. Среди них динозавры, которые господствовали на планете более 160 миллионов лет. Но что бы было, если бы этого не произошло? Что бы было, если бы астероид пролетел мимо? Как выглядел бы мир сегодня? Существовали бы люди вообще? Или Земля по-прежнему принадлежала бы гигантским рептилиям? На протяжении миллионов лет динозавры продолжали эволюционировать, занимая все новые экологические ниши. Одни стали быстрыми и умными охотниками, другие превратились в величественных гигантов, господствующих над бескрайними равнинами. Нас ждет путешествие по удивительной версии истории, где прошлое никогда не стало прошлым. Сегодня мы отправимся в альтернативную историю нашей планеты, историю мира, где динозавры никогда не вымерли. Каким был бы мир, если бы динозавры и человек существовали в одном времени? Как бы себя чувствовали люди, находясь рядом с этими гигантами? Были бы мы в безопасности? Нашей планете около 4,5 миллиардов лет. Она видела столкновение с Теей, 5 великих массовых вымираний, супервулкан Тоба, динозавров и многое другое. В нашей реальности астероид упал на территорию современной Мексики. Но представим, что его траектория изменилась всего на несколько тысяч километров. Он проходит мимо. Катастрофы не происходит. Динозавры продолжают существовать. На момент предполагаемого удара они находились на вершине эволюции, существовали тысячи видов. От небольших охотников размером с курицу до гигантов весом более 70 тонн. Интересный факт. Тираннозавр жил ближе по времени к современному человеку, чем к первым динозаврам. Между появлением первых динозавров и тираннозавров прошло около 165 миллионов лет, а между тираннозавром и нами всего 66 миллионов. Если бы катастрофа не произошла, динозавры получили бы еще десятки миллионов лет для дальнейшей эволюции. Давайте разберемся в этом вопросе и выясним, каким бы был современный мир, если бы динозавры не вымерли. Многие представляют динозавров как медлительных гигантов. Но это заблуждение. Современные исследования показывают, что многие виды были быстрыми, умными и активными. Некоторые обладали сложным социальным поведением. Ученые считают, что определенные группы могли продолжить развивать интеллект. Особый интерес вызывает троодон. Этот хищник обладал одним из самых больших мозгов относительно размеров тела среди всех динозавров. Канадский палеонтолог Дейл Рассел даже предположил: через миллионы лет потомки подобных существ могли бы приобрести почти
человекоподобные черты. Хотя эта гипотеза спорна, она показывает важную идею: эволюция динозавров вовсе не остановилась бы. На Земле могли появиться сверхбыстрые наземные хищники, гигантские летающие формы, морские суперохотники, высокоинтеллектуальные виды. Возможно, некоторые из них стали бы сопоставимы с приматами по уровню мышления. Давай пофантазируем. Если бы динозавры не вымерли, какие они были бы сейчас? Троодоны уже обладали относительно крупным мозгом для своего времени. Если бы эта линия продолжила развиваться, через десятки миллионов лет могли появиться существа ростом 1,5–2 метра с вертикальной осанкой, цепкими пальцами для работы с предметами, бинокулярным зрением, сложным языком общения. Вывод ученых. Если бы 66 миллионов лет назад астероид не упал на Землю, динозавры не остались бы прежними. Они бы сильно изменились под влиянием климата. Современные палеонтологи Даррен Нейш и Ник Лонгрич сходятся во мнении, что динозавры адаптировались бы к изменениям климата следующим образом: уменьшение в размерах. Из-за климатических сдвигов и появления травянистых равнин, степей, сверхгиганты вроде диплодоков, скорее всего, вымерли бы или сильно измельчали. Им на смену пришли бы более компактные и быстрые травоядные. Чтобы выжить в холодном климате, выжившие динозавры получили бы густое оперение, а их морды адаптировались бы к поеданию жесткой травы, став квадратными. Динозавры-горожане. Мелкие хищные динозавры, родственники велоцирапторов, сегодня жили бы в городах. Ученые предполагают, что они заняли бы ниши городских лис, енотов, крыс и чаек, питаясь на помойках и охотясь на мелких животных. Самый важный вопрос: появился бы человек? Ответ многих ученых – скорее всего, нет. Во времена динозавров млекопитающие уже существовали, но они были маленькими. Большинство напоминало современных мышей. После вымирания динозавров освободились огромные экологические ниши. Именно это позволило млекопитающим быстро эволюционировать. Без этой возможности наши предки могли так и остаться мелкими ночными животными. В начале 80-х палеонтолог Дейл Рассел представил знаменитую гипотезу о динозавроиде. Он взял за основу стенонихозавра, троодонтида, динозавра с самым большим объемом мозга относительно тела, и предположил, как бы тот выглядел, если бы развил интеллект. Рассел смоделировал прямоходящее существо с огромными глазами, зеленой кожей, 3 пальцами и развитым мозгом, внешне напоминающее зеленого человечка. Интересный факт. Если всю историю Земли представить как один календарный год, люди появятся только вечером 31 декабря. Мы чрезвычайно поздние гости на этой планете. В мире динозавров приматы могли никогда не стать доминирующей группой. А значит, не было бы цивилизаций, не было бы интернета, не было бы космических полетов, возможно, не было бы разумного вида вообще. Но допустим более фантастический сценарий. Одна из линий динозавров становится разумной. Как выглядела бы их цивилизация? Возможно, совсем не так, как наша.
Рептилии имеют другой метаболизм, другую биологию, другой способ восприятия мира. Их города могли бы строиться в более теплом климате. Они могли использовать солнечную энергию гораздо раньше. Их архитектура могла бы напоминать гигантские термитники или птичьи жилища. Кстати, птицы — это прямые потомки динозавров. Фактически динозавры не исчезли полностью. Каждый голубь, воробей или орел — дальний родственник тираннозавра. Некоторые ученые даже шутят: сегодня динозавры наблюдают за нами из каждого городского парка. Огромный мегаполис разумных динозавров. Башни из биокомпозитных материалов поднимаются над джунглями, между зданиями скользят летательные аппараты. По улицам движутся разные виды разумных рептилий. Но если разум действительно появился бы среди динозавров, это не означает, что их цивилизация повторила бы путь человечества. Мы склонны считать разум единственным возможным способом развития культуры. Однако разум может принимать самые разные формы. Возможно, динозавры никогда не создали бы промышленную революцию в привычном нам понимании. Не потому, что не смогли бы, а потому, что выбрали бы другой путь. Человечество научилось изменять мир с помощью машин. Разумные динозавры могли бы научиться изменять саму жизнь. Их технологии могли быть основаны не на металле и пластике, а на биологии. Они могли выращивать дома вместо того, чтобы строить их, создавать живые материалы, выводить организмы, выполняющие функции транспорта, освещения и даже вычислительных систем. Город мог бы выглядеть как огромный живой организм. Вместо электрических ламп — биолюминесцентные деревья. Вместо кондиционеров — естественная система вентиляции, встроенная в архитектуру. Вместо заводов — гигантские комплексы живых организмов, преобразующих солнечный свет в необходимые ресурсы. Такой мир мог бы существовать в гораздо большей гармонии с природой. А может быть, все было бы иначе. Высокий интеллект вовсе не гарантирует мирное развитие. Как и люди, разумные динозавры могли бы конкурировать за ресурсы, создавать государства, заключать союзы, вести войны. История их цивилизации могла бы оказаться столь же сложной и драматичной, как история человечества. Рано или поздно любой разумный вид начинает смотреть на звезды. Те же законы физики действовали бы и для них. Те же вопросы заставляли бы искать ответы. Что находится за пределами нашей планеты? Одиноки ли мы во Вселенной? Есть ли другие разумные существа? Возможно, через миллионы лет после исчезновения человечества потомки динозавров исследовали бы Солнечную систему, строили станции на Луне, осваивали Марс, отправляли автоматические зонды к далеким планетам. И так же, как мы сегодня пытались бы понять собственное происхождение. Быть может, однажды они нашли бы останки своих далеких предков, существ, которые когда-то господствовали на Земле миллионы лет назад, и задавались бы тем же вопросом, который сегодня задаем мы. Почему именно этот вид выжил? Почему именно он стал разумным?
Экосистемы Земли были бы совершенно другими. Вместо слонов по саваннам могли бы ходить огромные зауроподы. Леса населяли бы хищники размером с автобус. В небе парили бы гигантские летающие рептилии. Многие современные животные никогда бы не появились. Не существовало бы слонов, китов, лошадей, собак, кошек. Каждый из этих видов появился уже после исчезновения динозавров. Даже внешний вид континентов оказался бы другим. Потому что животные активно влияют на экосистемы, они распространяют растения, изменяют почвы, формируют целые ландшафты. Мир выглядел бы одновременно знакомым и совершенно чужим. Мы никогда не узнаем, каким был бы мир разумных динозавров. Но сама возможность такого сценария напоминает нам удивительную вещь. Эволюция не имеет заранее написанного плана. Она не стремится создать человека. Она лишь постоянно испытывает жизнь на прочность. И иногда один случайный удар из космоса способен изменить судьбу целой планеты. И все же наследие динозавров никуда не исчезло. Оно окружает нас каждый день. В каждом взмахе крыла, в каждом птичьем крике, в каждом голубе на городской площади, потому что история динозавров не закончилась. Она продолжается до сих пор. Представим невероятное. Люди все же появились. Как выглядела бы жизнь рядом с динозаврами? Вероятно, опаснее. Нам пришлось бы строить специальные защитные сооружения. Существовали бы службы контроля крупных хищников. Автомагистрали оснащались бы тоннелями для миграции гигантских животных. Некоторые виды могли бы быть одомашнены, подобно тому, как человек приручил волков и превратил их в собак. Возможно, существовали бы фермы мини-динозавров, транспортные виды, специализированные охранные динозавры. Хотя звучит фантастически, сама идея не противоречит биологии. Внезапно оглушительный низкий рев, который заставляет вибрировать динамики. Земля дрожит. Из Централ Парк вырывается стая. Они не спеша направляются в светящемуся городу. Люди все больше и больше вытесняют динозавров с их территории. Как результат, нехватка еды. А человек – легкая добыча. У спинозавра разбегаются глаза от количества еды. Рапторы врываются в метро, используют тоннели как свои норы. В городе наступает апокалипсис. Военная операция. Танки «Абрамс» против динозавров. Динозавры используют здания как укрытие и щиты. А что, если динозавры были бы такими же разумными, как люди? По улицам спешат люди и динозавры. Огромные травоядные перевозят грузы между кварталами. Маленькие хищные динозавры работают курьерами. Над городом летают птерозавры-такси. Представьте мир, в котором рядом с людьми живут разумные динозавры. Они говорят на своих языках, строят государства, создают технологии, учатся в университетах, работают инженерами, врачами и пилотами. Это не мир людей, это мир двух разумных цивилизаций. И каждый день здесь наполнен как сотрудничеством, так и соперничеством. Для людей – тротуары и транспорт. Для многотонных динозавров – отдельные магистрали. Небоскребы соединены огромными платформами.
Современные города пришлось бы проектировать для существ совершенно разных размеров. Офис человека и офис 10-метрового динозавра выглядят как разные миры. Двери, лифты, транспорт, даже мебель пришлось бы создавать в десятках вариантов. В центре мегаполисов появились бы районы, где могут передвигаться только гиганты, а рядом — компактные кварталы для людей и мелких видов динозавров. Разумные динозавры стали бы важнейшей частью мировой экономики. Некоторые виды обладали бы невероятной физической силой, другие — исключительной скоростью реакции, третьи — уникальным пространственным мышлением. Конкуренция между людьми и динозаврами изменила бы рынок труда. Где-то человек оказался бы эффективнее, где-то преимущества были бы на стороне рептилий. Появились бы компании, состоящие только из динозавров, и компании, где работают представители обоих видов. Самые успешные корпорации объединяли бы сильные стороны каждого. Сосуществование двух разумных видов неизбежно привело бы к сложной политике. Сколько мест должно принадлежать людям, сколько динозаврам? Как распределять ресурсы? Какие законы считать справедливыми для всех? Некоторые государства могли бы управляться преимущественно людьми, другие — динозаврами. Но большинство стран рано или поздно стали бы смешанными. Каждое решение правительства влияло бы сразу на два мира. Разные виды по-разному воспринимают окружающий мир. Некоторые динозавры обладают более острым зрением, другие способны чувствовать вибрации Земли на огромных расстояниях. Объединение человеческого и динозаврского интеллекта ускорило бы научный прогресс. Новые материалы, новые источники энергии, новые способы исследования космоса. Каждая технология создавалась бы двумя цивилизациями одновременно, но такой мир не был бы идеальным. Страх перед другим видом никуда не исчезает. Люди опасались бы огромных хищников. Динозавры могли бы считать людей слишком агрессивными и непредсказуемыми. Появлялись бы радикальные движения, споры о территориях, политические кризисы. Вопрос о том, кто должен определять будущее планеты, оставался бы открытым постоянно. Несмотря на различия, две разумные цивилизации постепенно учились бы работать вместе, потому что перед лицом космоса различия между видами становятся менее важными. Освоение других планет, строительство космических станций, исследование далеких миров — все это потребовало бы совместных усилий. Возможно, однажды первый сигнал от внеземной цивилизации приняли бы не люди и не динозавры, а человечество и динозавры вместе. Потому что в этом мире разум принадлежит не одному виду, а всей планете. Судьба человечества могла зависеть от одного космического удара. Если бы астероид промахнулся всего на несколько секунд по космическим меркам, история жизни пошла бы совершенно другим путем. Возможно, миром до сих пор правили бы динозавры. Возможно, возникла бы цивилизация разумных рептилий. А возможно, наша планета так никогда и не узнала бы, что такое разум. История Земли напоминает